Но это точно природный материал, я могу сказать точно, это земного происхождения, потому что если мы берем за мой опыт жизни, я видела метеориты, прям чуть ли не свежеприлетевшие, и это не оттуда. Это скорее сделано действительно человеком, но изображен ли тут человек? Вот в чем вопрос. Это как будто божество. Если сказать современным языком, как будто это божество, которое могло стоять на неком каком-то алтарном пространстве, или как вот больше, наверное, понятно человек, какой-то красный уголок или что-то подобное. Почему-то, я не знаю, по поводу бесполости, больше как мать, как будто вот это создатель, как вот мы сейчас, да, верим в Бога, вот что-то такое, как будто это создатель всего, и мужского, и женского, какое-то единство. И, конечно, вот к такому бы единству нам бы сейчас прийти, как вы говорите, 2000, 6000 лет назад. В свое время мы из экспедиций, связанных с палеоконтактом, ездили в Мексику. Есть там интересный такой штат Эль-Торо. И в одном из холмов находят периодически с разные статуэтки, какие-то каменные книги. Причем с существами, с образами, ну, явно как вот из голливудских фильмов про инопланетян. Проводили анализы на датировку, потому что некоторые предметы вот эти, они сделаны из глины, а глину можно датировать. Возникают очень, скажем так, странноватые цифры, там 2000 лет, 6000 лет. Мне вот интересно, я специально не давал вам до передачи потрогать. Во-первых, просто ваше мнение. Угу. Но это точно природный материал, я могу сказать точно, это земного происхождения, потому что если мы берем за мой опыт жизни, я видела метеориты, прям чуть ли не свежеприлетевшие, и это не оттуда. Это скорее сделано действительно человеком, но изображен ли тут человек? Вот в чем вопрос. То, что удалось немножко расшифровать и связали еще с древними легендами, это что-то типа гибрида. Нет, это да, это абсолютно земной материал. Знаете, вот как это, человек увидел что-то интересное, есть такой карго-культ, когда вот индейцы увидели самолет, пытаются его из соломы, из глины лепить. То есть Это божество. Это как будто божество. Если сказать современным языком, как будто это божество, которое могло стоять на неком каком-то алтарном пространстве, или как вот больше, наверное, понятно человек, какой-то красный уголок или что-то подобное. Почему-то, я не знаю, по поводу бесполости, больше как мать. Ну, кстати, тут богиня вполне себе плодородия. половые признаки-то выражены. Почему-то у меня как про плодородие, как будто вот это создатель, как вот мы сейчас, да, верим в Бога, вот что-то такое, как будто это создатель всего, и мужского, и женского, какое-то единство. И, конечно, вот к такому бы единству нам бы сейчас прийти, как вы говорите, 2000, 6000 лет назад. Но И это очень интересные татуировочки выиграны на руках, на спинке. татуировки вообще очень интересная вещь, потому что это же всегда была принадлежность. Татуировки как будто бы, почему-то мне пришло, как могут повторять татуировки того племени, где она могла найтись. То есть как будто бы это наша матерь, это тот, кто создал нас, я бы назвала это так. Татуировки — это же был определенный паспорт. Путь жизни или какая-то определенная инициация, или же принадлежность. Ты воин, ты там земледелец, да, А и потом так это далее. перешло в узоры на одеждах. Да, да, да. Да. Мы ездили по деревням, нам такие интересные женские одеяния показывали. И потом люди знающие говорят, а вот здесь можно здесь вот это прочитать. Такая дорожная карта. Да, дорожная карта. Ну, так же было, допустим, у скифов. Кто у тебя там? Олень какой-нибудь там, да, какое-то другое животное. Чьих ты будешь, да? Какого роду племени? Фамилии же вообще недавно появились. Слушайте, ну очень удивительная вещь, Нет, конечно. я еще раз говорю, да, это поделка-то, артефакт абсолютно, конечно, земной, из земной глины. Но тут, знаете, вот
Вопрос, а что же видели жители того времени, что они создали такой образ? Не знаю, согласитесь вы, не согласитесь, но человек, ну, как правило, не может придумать то, чего он не видел. Да. То есть у него должны быть какие-то первичные образы, вот кирпичики, на которых он строит что-то вот новое. Хочется сразу, да, подтвердить эту теорию, что Земля — это некая поверхность, которая принимает как инкубатор уже не первое поколение человечества, и некоторые, может быть, дошли уже либо до какой-то эволюции такой, что уже отсюда переехали, и теперь новое поколение здесь проживает. А с другой стороны, знаете, мне вот тоже, я Интересная вещь. всегда не согласен с научной парадигмой о том, что у нас цивилизация линейно развивается. Я тоже не согласна. Я считаю, что всегда в истории были некие периоды, когда цивилизация доходит до определенного технического развития, ну, условно говоря, как наша сейчас, у нас все построено на электричестве, ядерной энергии и на кремнии, процессоры, компьютеры. Цивилизации могли пойти другим путем. Что-то произошло, метеорит прилетел, перезагрузилась планета. А когда у тебя нет энергетики, нет технологий, 4-5 сотен лет еще будут те, кто помнит рассказывать, как они там в космос летали, потом это превратится в мифологию, а дальше через несколько тысяч лет придут археологи, дай бог, если не поймут, что, грубо говоря, пирамида — это всего лишь корпус от сложных... Это вот, знаете, вот простой пример. Есть какая-то военная часть, напичканная сложным оборудованием. Военные ушли, оборудование забрали, у нас остались только коробки и шахты из-под ракет. Что скажут про этот объект археологи через 10 тысяч лет? Ну, некие культовые сооружения, а технология это убрана. Да, есть такая шутка. Если вдруг будет извержение вулкана, сразу принимай максимально странную позу, сломай мозг будущим археологам. Вот примерно так, да, нам очень сложно разобраться, что, для чего, как. Это же целый, наверное, какой-то менталитет общества, потому что человечков находили всегда, всегда были какие-то божественные истории. Потом не забывайте, что с приходом многих наук, религии и прочего, да, было много чего вообще сметено. Особенно образ женской богини. Везде же было, да, богиня плодородия, ее всегда чтили. Раньше, кстати, мужчины даже не понимали, что они имеют отношение вообще к зачатию и беременности. То есть женщина просто была богиня, которая дарит жизнь. И мне очень понравилось, на этом артефакте есть животик как раз-таки, да, как некое такое продолжение рода и цикличность процессов жизни, рождения, смерти и так далее. Ну, да, и человечек еще какой-то сзади. Удивительно эти артефакты, конечно. Ученые их не признают ровно потому, что они полностью выбиваются из классической, ну, скажем так, вот какой-то вот системы. Они Да. не системные. Это точно так же, как вот в Мексике же. Там вообще Мексика, она богата, там как будто вот колыбель жизни была, как будто не из Африки народ-то все пришли, как нам говорят, а вот с этих континентов. Там вот эти вот камники, наверное, про них вы тоже слышали. Здоровенные черные камни. У меня у друга Андрея Жукова, он умудрился привести определенным путем 3 камня, там совершенно уникальные изображения. Люди, ну, идет сложная медицинская операция на мозге человека. Мы проверяли с помощью специальных методов, думали, ну, кто-то пошутил. А начинаешь, когда делать микроскопию вот этих вот дорожек, надеюсь, увидишь, что там будут следы от бура, от какого-то, ты понимаешь, что не столько запатинированы. Патина — это когда за счет долгого нахождения в определенной среде идет выщелачивание вот этих бородок. Они настолько запатинированы, что даже сложно представить, сколько они пролежали. Так же, как коллекция Джельсруда, вот эти вот люди с динозавриками. Это вот, и самолетики в пирамидах, например, акведуки, которые полностью повторяют друг друга на разных континентах. Вот вы сегодня сказали Гебекли ТП. Да. Ведь тоже до конца не раскопан. Сколько там, по 10 тысяч лет, по-моему, датировку дают, а еще копать и копать. 15 тысяч лет, 15. Причем там храм стоит на храме. Как будто бы это одна и та же точка, на которой сверху еще храм, еще храм. Но храмы же вообще все храмовые комплексы строили в местах силы. И какая сложная технология постройки. Он говорит, 15 тысяч лет, когда вроде вот только-только люди там еще колесо А известный изобрели. храм в Индии, который выпилен из единого куска, это вообще практически невозможно сделать. И мне кажется, что это явно не нашего времени люди это все сделали. Да те же самые пирамиды, сколько ходит загадок.
И сфинкс с уже чужой головой тоже весьма интересен, потому что мне было это все безумно интересно. Мы вот говорили про регрессии. У меня действительно был такой случай. Мой муж свидетель. Я спала и во сне стала говорить на древнеегипетском языке. Я вообще этого не помню. Он меня разбудил, когда я говорю. При этом он записывал за мной слова. Конечно, это было на русском, как мы можем. Я проснулась, говоря на египетском языке, причем на древнеегипетском языке. Он как мог записывал за мной на русском, и вы представляете, сколько мы там гуглили, сидели, и что мы только не делали, чтобы понять хоть что-то. Мы разобрали там буквально пару слов, что-то там «солнце», «жрецы», какие-то такие фразы. Откуда я знаю этот язык? И одно из воплощений действительно было в Египте. Кстати, после регрессии бывает такое состояние неких, можно назвать, наверное, флешбеков, да, такое странное, как будто наслоение картинки. Мы как-то были в Крыму, было какое-то приятное мероприятие, легкие платья, загорелые плечи, кто-то играл на барабане, это был барабан джамбе. И у меня наслоение картинки, как будто у меня поменялась вся обстановка, как будто я также стою у какого-то парапета, я слышу звук барабана, только как будто я нахожусь в Древнем Египте, а не здесь. Вот откуда? Почему именно это? Почему именно сейчас? Тоже можно изучать и очень долго, и так и не понять ответ. Поэтому Египет — это что-то удивительно уникальное. Еще хочу один артефакт показать. Я просто, как-то вот мы до передачи не поговорили, и не задал, наверное, самый главный вопрос. Вы вот когда прикасаетесь к предмету, вы его как-то, ну, назовем условно, видите, чувствуете? То есть этот дар тоже есть? Однажды я попала в место, это была то ли ярмарка, то ли фестиваль, где продавали камни, браслетики из камней, и я подошла, как-то мне почему-то почувствовалось, что здесь нет натурального, как будто пластмассовый. Я спросила, говорю, простите, а у вас есть натуральные камни? Говорит, а вы разбираетесь? Я говорю, понятия не имею, я их чувствую. Он говорит, как чувствуете? Я говорю, ну, там понятно, натуральный камень или нет. И он очень заинтересовался, несет мне какой-то камень, говорит, а этот? Я говорю, натуральный. Он, а этот? Я говорю, натуральный. А этот? Я говорю, нет. Он говорит, правильно. Как вы это делаете? Я говорю, да я даже не знаю, как они называются. И тут он меня подводит, очень долго он меня там водил, подводит к такому аквариуму, я еще помню, он такой треснутый, там лежит какой-то черный кусок. Говорит, а тут что скажете? Я руку подношу, и мне стало как-то холодно, жутко. Я дернула руку, как будто это было электричество какое-то. Знаете, вот как будто у меня заиндивела рука, как инеем покрылась. Я прямо убираю и говорю, это что? Он говорит, а это метеорит. Мы, говорит, даже его крышкой не накрываем, потому что трескается стекло у этого аквариума, в котором он лежит. Вот так я первый раз познакомилась с метеоритом. Тут не совсем метеорит. Ага. Очень холодно, холодное. И очень похоже на тот метеорит. Оно электрическое. Оно холодное и электрическое. Самое, что интересное, по составу это всего лишь вольфрам 99,9%. Фактически химически чисто. У него история интересная. Бьет током как будто. На Кольском полуострове, в районе Кандалакши, население видело странный объект, который летал с другим объектом. В результате как будто бой из «Звездных войн». Так он взорвался до моего хорошего знакомого, тогда он еще живой был. Эта информация дошла, он как раз увлекался аномальными явлениями. Приехал, опросил жителей, что они видели, где примерно могло это все упасть. Шансов найти не было, они 2 экспедиции провели, и в итоге, нашли совершенно случайно, представляете, Кольский, там вот этот мох, там найти что-то сложно. Нашли, потому что вот вокруг одного из этого кусочка, их несколько было, 5 метров просто зеленая растительность была. Они вот просто по этому зеленому пятну яркой растительности нашли. Привезли, когда начали анализировать, оказывается, вольфрам 99,9 в периоде. Да, у нас такой вольфрам делают, но есть одно но. В нем присутствует очень интересный элемент телурид палладия, который в принципе сам по себе достаточно редкий. Во-вторых, он в металлургии вольфрама никогда не используется. А если он, не дай бог, или наоборот, дай бог, попадает туда, хотя спечь их очень сложно, он придает определенные, скажем так, свойства сверхпроводимости. Ну, плюс еще фишечка, вот если вы обратите внимание, вот эти вот пупырышки, это не воздушные каверны.
Это кристаллы. Самая главная вот странность этого кусочка, что, помните, мы на уроках химии брали соляные растворы, Да-да-да-да. Мгм. вот здесь кристаллы вольфрама выращены. Вот под микроскопией смотрели, и что это? Вроде вольфрам, да, мы можем такое сделать. Ну, там теллурид, палладия, там вот такая технология. Со многими военными общался, говорю, ребят, вот может быть что-то ваше? Нет. Говорит, мы, говорит, такое не Но оно делаем. холодное и как будто бьется током. А когда бьется током, это значит, этот предмет мог очень долго проводить через себя какой-то источник энергии, как правило, очень мощный, очень сильный. То есть предметы, которые проводят через себя энергию, даже вот элементарно провода какие-то, они очень долго даже отключены, хранят вот этот ток. Здесь очень сильно бьется током, как будто бы это какой-то бесконечный источник энергии, очень мощный и сильный. Но я в руки не хочу брать. Не надо, не надо. С другой стороны, тоже у него как на грамм-пластинке такие риски интересные. Кстати, когда делали анализ, мне технолог сказал, что, говорит, вот по микроструктуре похоже, что это кусок какого-то диска, ну, говорит, диаметром от 50 сантиметров до 70. То есть вот какой-то вот. Говорит, а что это такое? Говорит, я не знаю. В общем, вот такие загадки. Мы его условно называем обломок НЛО, потому что как бы неопознанный летающий объект. А что это? Ну, очень похоже на то. Очень похоже на то. Знаете, однажды мой муж решил сделать мне приятное и подарил мне украшение из метеорита. Ну, вроде бы видящий человек, метеорит. Произошло самое ужасное, что может произойти. Я не могу его на себя вообще никак. Вот никак. Я одеваю, и меня начинает душить. Я начинаю прям задыхаться. Я не могу его носить. Там было 2 украшения. Одно покрытое, вот это вот родиевое покрытие. Это еще более-менее. От него шла такая странная энергия какая-то, вот как будто так бум, туда проваливаешься. Вот что-то такое вот странное, как воздушная, какая-то масса желейная, как будто бы воздух стал густым. А там, где чистый метеорит, я не могу даже прикоснуться. Мне прям, у меня отдергиваются руки почему-то. У меня такая реакция. Хотя, казалось бы, во все времена вот эти вот мечи, ножи из метеоритного железа считались, ну, чем-то прям самым крутым, магическим, и прям вот за такими мечами гонялись. Вот у меня непереносимость. И также, кстати, железо я не воспринимаю. Тоже не воспринимаю. Вот железо, даже в сильный запах железа, держать в руках железо, одевать на себя железо я не могу. Тоже схожее. Обычное железо, простое железо. Вот бывает, да, какая-то бижутерия. Я не могу на себе ее носить. Аделин, обещал задать тебе вопрос, мне Да. самое интересно. Образ Black Moon откуда появился? Мгм. Я почему спрашиваю, я после первой экспедиции, я совсем молодой тогда еще был, это было десятки лет назад, после египетской экспедиции, после определенных событий ко мне прилипло прозвище Скоробей. Не потому, что я шарик по пустыне гонял, а там просто у нас очень странные приключения были связаны там с всякими богами Египта, в общем, вот. И да, мне как-то понравилось, да, вот Скоробей, потому что там есть немножко другие образы, связанные с Скоробеем, когда уходишь глубоко вот в мифологию, именно в магию египетскую. Она Да. отличается, египетская магия, она немножко другая, там есть хитрости свои. И ты, да, видишь себя как-то Скоробеем, тебе это нравится. Black Moon откуда появился? Это внутреннее состояние или это маркетинг? Вообще не про маркетинг, это точно. Такое глубокое внутреннее состояние, мне кажется, сейчас начну описывать, даже и не все это сразу поймут, потому что тут такая совокупность факторов, когда вот как будто пазл какой-то сошелся. Во-первых, Луна, да, женская вот эта энергия, то, что я очень живу по циклам, я их чувствую, я могу даже без календаря сказать, что будет завтра полнолуние или новолуние, или что-то происходит. Я даже как будто ретроградные все Меркурии чувствую. Вот у меня такая повышенная чувствительность. Тут и Луна, которая покровительствует женщинам. И если мы берем астрологический аспект, мы все знаем, что черная Луна – это Лилит. И тут нет библейско-христианских мотивов, но есть всегда концепция отстаивания не с мечом своего мнения. Это какая-то женская мудрость, женская мягкость. Это умение выстроить свой путь, свои границы и принимать решения самостоятельно. И как-то все это так сложилось. Потом, если вы знаете, есть очень древние знания, которые примерно так и называются, там, теория вот этой черной луны. Это еще уходит далеко до зороастризма, куда-то совсем в древность, тоже в такое триединство, когда были богини анахиты, да, и прочее, то есть такое что-то глубокое. Поэтому тут какой-то симбиоз, как-то так совпало, оно пришло. И знаете, что самое удивительное?
Я шаманка, я занимаюсь шаманизмом уже очень много лет. И когда меня посвящали, верховный шаман назвал, это он назвал, Айкара. А это и есть черная луна. И вот это было тоже каким-то определенным, может быть, подтверждением. В целом для кого-то это будет звучать как-то, наверное, по-детски, да, что это Black Moon, черная луна, а в этом на самом деле очень глубокий сакральный смысл. То есть духовное имя еще такое же дали, Да, получается. мне дали такое же духовное имя. У меня друг хороший, он сейчас тоже его посвящение на Алтае прошли. Вот он здоровый такой, и вот ему дали вот имя Медведь. Прям вот, я не помню, это как-то вот на этом языке. Караул. Да. И это очень важно, потому что... Нет, Кара черный медведь, потому что наш верховный шаман, он же... Тоже на Алтае посвящение проходили? Нет, я проходила в Тыве. Угу. В Тыве. Кара — это черный. Вот у меня же тоже Айкара. Медведь, забыла, сейчас уже не вспомню. Может быть, Оул как раз это медведь, кстати, потому что вот наш верховный шаман, он Кара Оул. Кстати, слышал, да. Я, может, даже ошибся, потому что, по-моему, вот вы с моим другом в одном месте посвящение проходили. Да, Скорее может всего, быть, да. Мы ездили как раз туда, и это была очень интересная поездка. Мы ездили как раз на родину, можно сказать, шаманизма, одну из родин шаманизма. Мы ездили в Кызыл, проехав все это на машине, участвовали в шаманском фестивале, было безумно красиво, потому что примерно 300 шаманов одновременно проводили обряд, одновременно били в бубен, это было что-то невероятное, с разных стран, это было так красиво, были и Непал, Тибет, Европа, Аргентина, даже и был настоящий индеец, то есть это перуанский, то есть это было что-то вообще невероятное. Аделин, не могу не спросить, опять же, возвращаясь к общим вопросам, что нас ждет в ближайшее время? Ой, в ближайшее время я могу сказать, что мы проходим действительно некую трансформацию. Я не хочу сейчас выглядеть как вот полные шизотерики, которые кричат, что 27-й год перемен, но я все равно это сделаю. Действительно, 27-й год. Наверняка многие слышали, многие давали, да, практики, видящие люди, предсказания о 27-м годе. 27-й, да. именно, не 26-й. 27-й. 27-й год, когда родится, и непонятно, что имеется в виду же, правда? Родится кто-то уже что-то осознает, да, и в какой-то такой концепции, что он переродился и что-то понял. Либо это будет новый малыш, который родится, совершенно с новым знанием, познанием, возможно, эмпатией, там остается только гадать, конечно. Но явно нам это будет непонятно. Может быть, разные есть теории, что люди будут и мысленно переговариваться, и чувствовать, и знать, и какие-то дети индиго, да, своеобразные, которые будут как-то по-другому выстраивать мир. Но так, как сейчас, продолжаться уже не может. Уже пачками, да, уносят людей, и стихийные бедствия, и прочие бедствия, и это какой-то такой период очередной перезагрузки. Вы обратите внимание на цикличность периодов исторических фактов. Там же всегда вот эта чума, половины населения нет. То еще какая-то история, какая-то лихорадка, да, и это все вот как-то такими пачками как будто происходит. Ковид, который вообще, честно говоря, являлся наносной историей, больше, как говорится, от ума, чем от всего остального вообще, потому что это, в принципе, обычная простуда была, доведенная до пика и до максимума. И вот тут мы увидели, как эгрегориальная система может воздействовать в комплексе на умы человечества. И 27-й год, как я это вижу, родит какое-то новое поколение, которое, мне кажется, будет больше беречь природу и совершенно по-другому ко всему относиться. Мы еще с вами не поговорили про резонансы и частоты Шумана, которые очень сильно влияют. Это большая интересная это тема. большая интересная тема, возможно, в следующий раз, и это действительно безумно сильное влияние. У нас сейчас только солнышко успокоилось. Я вот за этим наблюдаю, на солнце исчезли пятна. Но это же всегда, да, тишина перед бурей. Возможно, будут еще какие-то вспышки. Идет очень глобальная перестройка. И не частностей, а вырастет ли криптовалюта или доллар, а очень глобального масштаба. И мне кажется, мы не за это должны переживать. В скором времени у нас может появиться даже новый континент. В скором времени будет
такая переупаковка сознания человека, и мы сейчас это можем уже наблюдать. Кто-то просыпается, кто-то резко бросает вредные привычки, даже вот на каком-то местечковом уровне уже идет эта перепрошивка. И я считаю, что мы выйдем в состояние, где важно будет качество, а не количество. Ну, вы правильно сказали, потому что вот если те, кому это интересно, следят за событиями, которые ни вчера, ни сегодня, а за последние 100 лет, вот идет какое-то наращивание каких-то глобальных событий, планетарных и человеческих, как будто вот мы подходим к какой-то точке вот переворота, как вы сказали, перезагрузки, и только уже сейчас от нас зависит, либо нас опять перезагрузят, и через 12 тысяч лет назад будут вспоминать, а была ли Атлантида, да, Евразия, Тартария и прочее, либо что-то произойдет иное. Мне кажется, будет какая-то перезагрузка, потому что мы уже прожили и религиозные войны, и территориальные войны, и уже практически чуть ли там не до глобально-ядерных мы с вами дошли. Дальше некуда. Мы просто убиваем не только нашу планету, а и себя как часть этой всей системы. Вот человечеству нужно очень срочно понять, что от твоего любого действия есть и внешний какой-то результат. От абсолютно любого. Выбор, каждый день мы его делаем. Да или нет, добро или зло, улыбка или мат, мы выбираем. И вот человечеству надо понять, куда делать этот выбор. И от общей вот этой паники, агрессии, злости, средства массовой информации, да, которые обязательно говорят что-то деструктивное. Там вся история, она все равно заканчивается чем-то плохим. Это дает определенный, как сейчас молодежь говорит, вайб, да, вот это состояние, да, где уже планета начинает реагировать катаклизмами, своими какими-то изменениями, а люди почему-то никак вот эту связь понять не могут. И вот вы тогда спросили, к чему мы должны прийти? К единству понимания и понимания безусловности своих эмоций, действий, энергий, чувств. И это не только про любовь. Сейчас как-то люди, мне кажется, вот с этими дофаминовыми вспышками, которые будоражат психические отклонения, мне кажется, не туда куда-то идут. И это настолько приобрело какой-то глобальный масштаб, что, скорее всего, будет как в людях в черном какая-то перезагрузка. У меня друг один психиатр, с которым мы эксперименты проводили, легендарная личность, который научился фотографировать мысли психобольных, доказав, что мысль материальна, еще лет 25 говорил, что придет информация, когда у людей начнется информационный психоз. Вот эта вот информация, которая вокруг нас приводит, будет приводить людей к тому, к чему вы говорите. А на самом деле, да, у нас великолепная беседа сегодня получилась. То, что мы не досказали, если у вас появились какие-то вопросы, к Аделине Паниной можно всегда зайти на ее телеграм-канал. Вас же там можно оставлять? Да, конечно, да, конечно. Я сама спросить, лично всегда отвечаю. Ну а дальше, если у нас сойдутся звезды, и мы решим встретиться, обязательно поговорим про резонансы Шумана. Это очень интересная тема, тем более я порадовался, буквально прочитал неделю назад в американском научном журнале великолепную статью, где ученые впервые говорят, ребята, в этом что-то есть, резонансы Шумана полностью коррелируются с биоритмами головного мозга, и сделали осторожный вывод, а не это ли является тем хранилищем знаний, которое мы называем ноосферой. Абсолютно верно. Это вот как было, да, недоказанность частиц нейтрино, что они вроде как существуют, но на нас не оказывают воздействия. Оказалось, и еще как. И даже были исследования, где во времена каких-то военных действий есть такое понятие «спящие воины». Люди, у которых где-то в ДНК есть вот это вот желание бороться против кого-то, чего-то. Это люди активируются обычно, они сразу выбирают какую-то сторону, лезут на баррикады, хотя, в принципе, жили обычной жизнью, и было это совершенно не свойственно. И вот была параллель о том, что когда планеты стоят определенным образом, здесь начинаются вспышки, пробуждаются спящие воины и начинаются военные действия. Здесь очень все зависимо не только на этой планете, а еще и немножечко вокруг нее. Спасибо. Вам спасибо. Oh.